Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня мы свяжем вот такие вот крошечные носочки крючком. Все замеры этих носочков будут просто на экране. Я здесь отметила основные размеры. Эти носочки связаны резинкой крючком. У меня на канале есть несколько таких вариаций, и вот я связала носочки для самых маленьких. На один такой носочек нужно всего 15 грамм пряжи, и вязать я их буду крючком 5 миллиметров. Также мне потребуется контрастная нитка для набора. Беру свой крючок, беру контрастную нитку и набираю 38 воздушных петель контрастной ниткой. Петли набраны, и я перехожу к вязанию первого ряда. Первый ряд. Делаю воздушную петлю подъема основным цветом, дальше немного поворачиваю наборную цепочку и вкалываю крючок в перемычку во второе звено от крючка. Смотрите внимательно, куда я делаю первый стежок. Первый ряд я буду вязать именно в эту перемычку и делаю соединительную петлю. Раз. В следующую перемычку снова вкалываю крючок и делаю соединительную петлю. Два. В следующую перемычку и снова соединительная петля. Три. И так я работаю до конца ряда. В первом ряду будет одна воздушная петля подъема и 38 соединительных петель в перемычку. Последние петли в этом ряду точно так же в перемычку 37 и 38. И первый ряд на этом закончен. Дальше второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Снова вкалываю, снова подхватываю, снова делаю соединительную петлю. Во втором ряду точно так же будет одна воздушная и 38 соединительных. Отличается второй ряд от первого лишь способом вкалывания крючка. Здесь работаю исключительно за дальнюю дужку. До конца ряда. Последние петли во втором ряду вкалываю крючок за дальнюю дужку и делаю 37-ю соединительную петлю. В следующую точку, это последнее белое звено предыдущего ряда, делаю 38-ю соединительную петлю. И на этом второй ряд закончен. Третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова вкалываю крючок во второе звено от крючка и делаю соединительную петлю. Все петли в третьем ряду я точно так же вяжу за дальнюю дужку. И третий ряд будет состоять из одной воздушной петли подъема и 38 соединительных петель за дальнюю дужку. Последние петли в третьем ряду 37 и 38. И на этом третий ряд готов. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку и начинаю делать соединительные петли. И на этот раз в четвертом ряду соединительных петель будет только 37. То есть до конца ряда я не дойду всего одну петлю и оставлю одну петлю недовязанной. Вот дошла я до конца ряда, вяжу 36 и 37. Одна петля остается. Дальше откладываю пяточку. Я вешаю маркер на 14 петлю от края и начинаю пятый ряд. В пятом ряду начинается пятка. Вкалываю крючок во второе звено от крючка и вяжу 13 соединительных петель. Почему 13? Потому что одна петля была не довязана. 13 плюс 1 получается 14. 14 это то число, на которое я повесила маркер. Все петли здесь я вяжу за дальнюю дужку, дохожу до самого маркера и маркированную петлю я тоже провязываю. Делаю сюда одну соединительную петлю. Дальше маркер немножко отодвигаю, потому что он мешается, и дальше будет поворот. Поворот в этой части делается так. 2 соединительных петли за дальнюю дужку, все идентично. А вот дальше делаю поворот, и здесь я не делаю воздушную петлю подъема. В этой части будем работать так. Вкалываю крючок сразу в третье звено от крючка за дальнюю дужку и делаю соединительную петлю. И вяжу 6 соединительных петель. 2 я связала, третья, четвертая, пятая
и 6. И первый отрезок для пятки готов. Снова воздушная петля подъема. Дальше во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу снова 6 соединительных петель. И это будет второй отрезок для пяточки. Здесь дохожу до самого края. Получается такая небольшая ступенька, нужно сделать смыкание. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. И делаю одну соединительную петлю. И в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. Дальше делаю поворот и вкалываю крючок в третье звено от крючка. И работаю снова соединительными петлями за дальнюю дужку. В этом отрезке я делаю только 5 соединительных петель, то есть недовязанной оставляю одну петлю. Здесь делаю воздушную петлю подъема, поворот и обратный отрезок. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И здесь будет снова 5 соединительных петель, естественно, за дальнюю дужку. Когда я дойду до края, здесь снова образуется ступенька, поэтому снова нужно сделать сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Делаю одну соединительную петлю и в следующую точку вторую соединительную петлю. Снова поворот, снова в третье звено от крючка вкалываю крючок, и данный отрезок будет состоять из 4 соединительных петель за дальнюю дужку. То есть снова оставляю одну петлю недовязанной. Опять воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю этот отрезок, и здесь будет снова 4 соединительных петли. Когда я дойду до края, снова сделаю сцепку. То есть вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Одна соединительная петля и в следующую точку вторая. Снова поворот, снова начинаю в третье звено от крючка и здесь делаю только 3 соединительных петли. Опять воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю данный отрезок и снова делаю 3 соединительных петли. Снова дохожу до края и снова делаю сцепку. В перемычку, в нижний ряд, одна соединительная петля и вторая соединительная петля. Поворот и начинаю снова в третье звено от крючка. Здесь будет только 2 соединительных петли. Раз и 2. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка и снова делаю 2 соединительных петли. И снова дохожу до края, значит снова нужно сделать сцепку. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд и уже довязываю данный отрезок до конца, до края носочка. Здесь будет 14 соединительных петель. Данное число я предлагаю запомнить, а лучше записать, потому что оно нам понадобится, когда мы будем вязать вторую часть пятки на противоположной стороне. Ну а также оно пригодится, когда мы будем вязать второй носочек. Дохожу до самого края, довязываю последние петли. Всего в этом отрезке было 16 соединительных петель, 2 из них это еще пяточка, а 14 это уже манжета. Манжета носочка. Следующий ряд это 6-й ряд, делаю воздушную петлю подъема, во второе звено от крючка начинаю этот ряд и вяжу в нем 25 соединительных петель. 6-й ряд будет собирать всю ту лесенку, из которой состоит пятка. Сейчас я провяжу первые 14 петель. Данное количество петель это манжета нашего носочка. После них начинается уже сама пятка. Последние петли в манжете. Смотрите, лесенка данной пятки была немножко необычной. Каждая ступенька здесь состоит только из одной оставленной петли. Итак, дохожу до первой ступеньки, вкалываю крючок, как всегда, сначала в перемычку, затем в нижний ряд. И делаю только одну соединительную петлю. Снова в перемычку, в нижний ряд. И делаю снова одну соединительную петлю. В перемычку, в нижний ряд. И снова я делаю одну соединительную петлю. Я работаю так, пока мои ступеньки у лесенки не закончатся. И дальше вяжу обычные соединительные петли. Но до самого края носика в данном ряду я не дойду 2 петли. Итого получится 25 соединительных петель в 6-м ряду. 7-й ряд. Воздушная петля подъема, поворот,
Снова начинаю во второе звено от крючка, вкалываю крючок и работаю соединительными петлями за дальнюю дужку. В седьмом ряду у меня снова будет 25 соединительных петель. Данный ряд дойдет до самого конца вязания. Последние петли в седьмом ряду и седьмой ряд на этом закончен. Дальше будет восьмой ряд. Снова воздушная петля подъема, снова поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В восьмом ряду я делаю 28 соединительных петель. То есть этот ряд будет полный. Он соберет все ступеньки на носочки и дойдет до самого конца ряда. Итак, я подхожу к первой ступеньке в восьмом ряду, снова делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд и делаю одну соединительную петлю, затем делаю вторую соединительную петлю, снова делаю сцепку в перемычку, в нижний ряд и здесь делаю только одну соединительную петлю. И на этом восьмой ряд готов. Дальше девятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в девятом ряду их снова будет 28. Последние петли в девятом ряду и дальше десятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок, начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в десятом ряду будет только 25 соединительных петель. То есть до края носика в десятом ряду мы не довязываем 3 петли. Итак, 10 ряд готов, 3 петли я не довязала, и дальше 11 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и снова делаю соединительные петли за дальнюю дужку. В 11 ряду будет 25 соединительных петель. Последние петли в 11 ряду 23, 24, 25. И на этом 11 ряд закончен. 12 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Начинаю делать соединительные петли. И здесь будет 27 соединительных петель. То есть 12 ряд будет на 2 петли длиннее, чем 11. Провязала я 25 петель в 12 ряду, дохожу до ступеньки, делаю сцепку в перемычку в нижний ряд и здесь провязываю 2 соединительных петли. До самого края носика остается еще одна петля. 13 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова начинаю во второе звено от крючка делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 13 ряду снова будет 27 соединительных петель. Последние петли в 13 ряду и 13 ряд закончен. 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 14 ряду у меня будет 28 соединительных петель за дальнюю дужку. То есть это ряд полный, он дойдет до самого края носика. И такими полными рядами по 28 соединительных петель я работаю до 19 ряда включительно. То есть это будет 3 пары полных рядов. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Единственное отличие в этих рядах будет то, что в 14 ряду будет ступенька. Дохожу как раз до края этой ступеньки. Последние петли. Здесь вкалываю снова крючок в перемычку и в нижний ряд и провязываю последнюю 28-ю соединительную петлю. А дальше вяжу полные ряды до 19 ряда включительно. Провязала я нужное количество полных пар рядов. Вот так выглядит моя деталь. 3 пары полных рядов готово. И дальше вяжу 20 ряд. Воздушная петля подъема, поворот.
Снова вкалываю крючок во второе звено от крючка и начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В 20 ряду у меня будет 27 соединительных петель. То есть 20 ряд это снова будет укороченный ряд. И в нем до края носика я не дойду лишь одну петлю. Если вы заметили, то в данной модели носочка петли мы оставляем не одинаковое количество каждый раз. Мы оставляем в начале одну петлю, а затем 2 петли, потому что модель очень маленькая, у нас очень маленькое число петель, и как-то вязать так, как мы привыкли вязать носочки большего размера, просто числа петель недостаточно. Поэтому приходится немножко видоизменять носик, немножко видоизменять пятку и делать лесенку не из 2 петель, как обычно, а то из одной, то из 2. Итак, довязываю последние петли в 20 ряду. 27 петля, и вот одна петля в остатке. 21 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли в 21 ряду. И здесь в 21 ряду будет 27 соединительных петель. Последние петли 21 ряда, 27 петля, и дальше 22 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, начинаю делать снова соединительные петли. И в 22 ряду я не довязываю до последней ступеньки 2 петли. Значит, итого в 22 ряду будет 25 соединительных петель. Довязываю последние петли в 22 ряду, 2 петли оставляю и дальше 23 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, снова во второе звено от крючка, начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В 23 ряду будет снова 25 соединительных петель за дальнюю дужку. Я настоятельно рекомендую в изделиях подобного типа после завершения каждого ряда пересчитывать количество провязанных петель для того, чтобы просто избежать ошибку. Итак, последние петли в 23 ряду довязываю 24 и 25. И на этом ряд закончен. 24 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать снова соединительные петли за дальнюю дужку. 24 ряд это будет полный ряд, в нем я провяжу все соединительные петли и дойду до края носика, то есть здесь мне нужно сомкнуть 2 ступеньки. Итого в 24 ряду у меня будет 28 соединительных петель. Дохожу до первой ступеньки. Здесь вкалываю крючок снова в перемычку и в нижний ряд. И провязываю соединительную петлю. В следующую точку вторую соединительную петлю. И вторая ступенька. Снова в перемычку, в нижний ряд. И снова соединительная петля. На этом 24 ряд готов. 25 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В 25 ряду у меня будет 28 соединительных петель за дальнюю дужку. Последние петли в 25 ряду и 25 ряд на этом готов. Дальше 26 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Снова начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 26 ряду у меня будет 25 соединительных петель. То есть до конца ряда, до края носика, в 26 ряду я не дохожу 3 петли. Это будет укороченный ряд. Последние петли в 26 ряду, 25 петля, 3 петли в остатке и дальше 27 ряд. Воздушная петля
подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 27 ряду будет точно так же 25 соединительных петель за дальнюю дужку. Последние петли в 27 ряду 24 и 25. И дальше будет 28 ряд. 28 ряд – это ряд, в котором снова начинается вторая половина пятки. Итак, воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли. И здесь я вспоминаю то самое число, которое мы запоминали после провязывания первой половины пятки. Это было 14. И поэтому на этом отрезке я вяжу 14 соединительных петель за дальнюю дужку. Это будет манжета носочка. Довязываю 14 соединительных петель, и после них начнется уже сама пяточка. Для пяточки сначала вяжу 2 соединительных петли, дальше делаю воздушную петлю подъема, поворот и начинаю во второе звено от крючка. И снова делаю 2 соединительных петли. Опять воздушная петля подъема, поворот и теперь делаю 3 соединительных петли. 2 сделала, дальше ступенька, значит делаю сцепку и в нижний ряд. И еще одна соединительная петля. Снова воздушная петля подъема и снова поворот. И снова 3 соединительных петли. Все петли делаются за дальнюю дужку. И опять воздушная петля подъема, поворот и теперь 4 соединительных петли. Сначала провязываю 3, оказываюсь у ступеньки и делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. И это будет 4-я соединительная петля. Снова воздушная петля подъема, поворот и снова 4 соединительных петли. 3 и 4. И опять воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. И здесь будет 5 соединительных петель. Эту часть пятки я делаю всегда. Воздушная петля подъема, поворот. И начинаю каждый ряд во второе звено от крючка. На то, как я вязала первую часть пятки, я не ориентируюсь. Итак, снова воздушная петля подъема, поворот. И снова во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И здесь их будет снова 5. 4 и 5. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И теперь их будет 6. То есть, видите, с каждой пары рядов число соединительных петель увеличивается только на 1. Итак, дохожу до ступеньки, делаю сцепку и одну петлю из нижнего ряда. И последний отрезок пятки, воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли, и их здесь будет 6. И на этом треугольник, который нужно связать для пяточки, будет закончен. Дальше воздушная петля подъема, опять поворот и снова начинаю соединительные петли во второе звено от крючка. Здесь будет 13 соединительных петель. То есть до самого конца, до самого края носика я не дойду только одну петлю. Итак, я оказываюсь у ступеньки, делаю сцепку с нижним рядом, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд и продолжаю вязать соединительные петли. И снова оказываюсь у ступеньки, на этот раз у носика. Здесь снова делаю сцепку, вяжу в перемычку в нижний ряд 1 петля и в следующую точку 2 петля. Одну петлю я оставляю недовязанной. И следующий ряд, это 29 ряд. Здесь вяжу следующим образом. Начинаю с воздушной петли подъема, затем во второе звено от крючка делаю соединительные петли за дальнюю дужку. И в 29 ряду у меня будет 37 соединительных петель. Сначала провязываю петли до пика пяточки, и дальше я покажу вам, как обвязывать эту пятку. И теперь обвязываю саму пятку. Вкалываю крючок сначала в ниточку, затем в перемычку. И делаю снова соединительную петлю. Дальше в пространство между рядов. Снова в ниточку, в перемычку.
и в пространство между рядов. То есть на каждую пару рядов пятки должно прийти 2 соединительных петли. В ниточку в перемычку и в пространство между рядов. Снова в ниточку в перемычку и снова в пространство между рядов. И опять в ниточку в перемычку и последняя петля в пространство между рядов. И дальше довязываю этот ряд до конца соединительными петлями за дальнюю полупетлю. Итого в 29 ряду будет 37 соединительных петель. Если вы помните, то набирали мы в начале 38 соединительных петель. 29 ряд это 37 петель и 1 петля в остатке для носика. Итого 38 петель. Значит, все правильно. Нужно прийти к тому числу, которое мы набирали. Итак, 30 ряд. Это будет полный ряд, и в нем будет как раз 38 соединительных петель. Начинаю все так же. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И я вяжу 38 соединительных петель. Здесь нужно связать 2 пары полных рядов по 38 петель. То есть это пара 30, 31, 32, 33. Сейчас я вяжу 30 ряд. В этой части вяжется все довольно просто, как в принципе и во всем носочке. Делаю одну соединительную петлю в каждую точку, в каждую соединительную петлю предыдущего ряда. Во всем носочке мы не сделали ни одной прибавки, ни одной убавки. Мы делали только укороченные и удлиняющиеся ряды. То есть данный носок вяжется очень и очень просто. Нужно просто считать петли в каждом ряду и не ошибаться, делать правильное число укороченных рядов, правильное число удлиняющихся рядов. Прохожу я в этом ряду пик пяточки и довязываю до первой ступеньки. В принципе, она и будет единственная. Да? Это будет 37 соединительных петель до первой ступеньки, и 1 петля придется в петлю нижнего ряда. Так, последние петли. И вот 37 петля. Дальше сцепка и 38 петля в нижний ряд. А дальше делаю еще 3 ряда по 38 петель. Итак, все нужные полные ряды я связала. И дальше покажу вам, как сшивать этот носок. Располагаю деталь носочка именно так. Наборный ряд внизу, открытая петля в верхнем правом углу. Вставляю хвостик, оставляю примерно 120 сантиметров, и хвостик вставляю в иголку. Закрываю с помощью иголки открытую петлю, и сейчас мы будем сшивать этот носок иголкой. Контрастная нитка является подсказкой. Я смотрю, как проходит контрастная нить. Она цепляет 2 ниточки. И точно так же ввожу иголку. Точно так же цепляю иголкой 2 ниточки. Нитку подтягиваю. Возвращаю иголку в только что закрытую петлю. Вот так. И снова подтягиваю нить. И дальше вывожу иголку в следующую кромочную. И вывожу ее же в только что образовавшуюся петлю. Вот так. И снова подтягиваю нить. Тем самым получается первый стежок. Дальше снова подхватываю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить. И снова подтягиваю нитку. И снова увожу иголку сначала в петлю, а затем в кромочную, из которой выходит предыдущий стежок. Нить подтягиваю. Возвращаю иголку в следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю. Вот так. Нитку подтягиваю. Опять смотрю, как контрастная нитка цепляет нити первого ряда, вставляю точно так же иголку, под эти же 2 ниточки подтягиваю нить. И вывожу иголку в петлю в кромочную. Нитку подтягиваю. Возвращаю иголку в кромочную, в петлю. И снова нить подтягиваю. Опять обращаю внимание на контрастную нитку и точно так же цепляю 2 ниточки,
которое цепляет контрастная нить. Подтягиваю в петлю в кромочную и снова подтягиваю. Возвращаю иголку в следующую кромочную и в петлю. И снова подтягиваю рабочую нить. Опять цепляю все те же 2 ниточки. Здесь всегда будет 2 ниточки. Контрастная нить всегда будет цеплять 2 нитки. Подтягиваю в петлю в кромочную, подтягиваю в следующую кромочную и снова в петлю. И опять подтягиваю. И опять цепляю 2 ниточки и подтягиваю в петлю в кромочную, и в петлю. Подтягиваю. Стежки в данном шве нужно стараться делать с той же плотностью, с которой мы вязали. Не туго, не слабо, чтобы шов совпал с плотностью вязания. Данный шов полностью повторяет траекторию вязания и является частью его. Просто делается он иголкой. И, соответственно, именно такое сшивание боснийской вязки или соединительных петель будет абсолютно незаметно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны. Также оно будет не видно ни на глаз, ни на ощупь. Ни один другой шов, ни один другой стежок и способ сшивания такого эффекта не дает. Итак, работаю такими петлями, подхватываю 2 ниточки, которые подхватывает контрастная нить, дальше в петлю в кромочную и обратно в следующую кромочную и в петлю, которая только что образовалась. Опять подхватываю 2 ниточки, которые подхватывает контрастная нить, подтягиваю в петлю в кромочную и в петлю. Работаю такими стежками до конца ряда. Нужно будет сшить этот носочек полностью, а затем я покажу вам, как стянуть мысок. Итак, последние петли, последние стежки. Снова подхватываю 2 ниточки, увожу иголку в петлю в кромочную, возвращаю в кромочную в петлю. Снова подхватываю 2 ниточки, на которые указывает контрастная нить. Без контрастной нити будет очень сложно сделать такой шов. В петлю в кромочную и снова в кромочную в петлю. Последний раз цепляю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить, и последний раз петлю в кромочную. И нити, хвостики рабочей нити белого цвета сходятся в одной точке. Дальше я не делаю узелочка, а просто прячу хвостики на изнаночной стороне. Вставляю хвостик в иголку и вывожу ее. И вот такими вот цепляющими движениями прокладываю иголку вдоль вязаной косички, как бы наматываю петли на иголку и дальше с помощью иголки прячу хвостик в вязаном полотне. Один хвостик спрятан. Дальше нужно удалить контрастную нитку. Открываю петли наборного ряда. Это была фиолетовая нить. Она представляла из себя цепочку из воздушных петель. В принципе, она должна очень легко открыться. Благодаря тому, что мы вязали первый ряд не за дальнюю перемычку, не за дальнюю полупетлю, а просто за заднюю перемычку, данную нить очень легко удалить вот так вот в одно движение, просто открыв ряд и просто потянув за хвостик контрастной нити, она легко удалится. С изнаночной стороны у меня еще стоит маркер, его тоже нужно будет удалить. И после того, как вы удалите все контрастные нити, вы заметите, что носочек абсолютно бесшовный, идеальный. Никто никогда никакой шов на этом носке не найдет.
Еще один хвостик у меня остался, его я снова вставляю в иголку, и с помощью этого хвостика я буду стягивать мысок. Здесь делаю по принципу макушки шапки. Вкалываю иголку в перемычки, цепляю все перемычки. Я цепляю обычно нитку, которая выходит из петли, и саму перемычку. Мне кажется, так красивее и так плотнее будет. Прохожусь по периметру мыска. Цепляю абсолютно все перемычки, ничего не пропускаю. Последняя точка. Давайте вот так вот ее подцепим. Так. И вот так. И стягиваю просто носочек в одно движение. Здесь делаю закрепку с помощью аккуратного узелочка. И дальше увожу этот хвостик в вязание для того, чтобы его просто спрятать. Точно так же делаю обматывающее движение иголкой вдоль какой-нибудь вязаной косички, для того, чтобы незаметно скрыть хвостик. Я обматываю примерно так сантиметров 5, может быть 6. Этого будет вполне достаточно. И прячу хвостик в вязание. Все, хвостиков было всего 2 на все вязание. Обрезаю все хвостики. И мои носочки на этом готовы. Надеюсь, что вам понравилось данное видео, что оно было для вас полезно. Не забудьте про ваши лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Спасибо за внимание. Пока-пока.